Добрый день, дорогие друзья! Долгожданный iPhone 11 с AliExpress. Значит, заказывал я его, немножко больше месяца назад. И, наконец-то, пришел долгожданный телефончик. Подписчики моего канала пишут мне, когда же будет обзор, когда же будет обзор. Вот он, друзья. Все, распаковочка. Это все вытаскиваем. Вот такая вот упаковка интересная. Кстати, хорошо даже сделано, потому что очень тяжело раздавить телефон здесь. Как бы очень много воздуха. Это классно. Так, распаковываем дальше. Так, есть. Вытаскиваем. Коробочка. Вот такой красивый телефончик я заказывал. Заказывал именно черного цвета. Совпадает коробка на 100%. Это все отбрасываем, нам не нужно. Что коробку смотреть? Берем да открываем. Так, что же у нас тут такое? Блин, ждал его очень долго. Это самая дорогая покупка на AliExpress, которую я вообще совершал. Дорогие друзья, спонсор показа данного видео — сайт ключевой.рф. На этом сайте вы можете купить лицензионные ключи Microsoft Office и Microsoft Windows всего по 395 рублей, а также ключи к антивирусу Касперскому от 50 рублей и ключи к антивирусу Norton. Вы должны знать, что безопасность вашего компьютера начинается с лицензионной версии Windows и хорошего антивируса. Блин, ждал его очень долго. Это самая дорогая покупка на AliExpress, которую я вообще совершал. Это еще что за хрень? Ё-моё. Где мой iPhone? Блин, надурили, наверное. Так, друзья, ладно, конечно же, это шутка. Конечно же, я уже его давно распаковал. Значит, так. Комплектация. Наушнички здесь есть. С виду как будто беспроводные, но нет, проводочек вот здесь намотан. Зарядная. Кстати, зарядная очень похожа на оригинальную. Вот такие зарядки я покупал в магазине. Они на вес были очень легкие вообще. Типа айфоновские, но вообще подделка. То есть вот эта, она как бы, тяжелая. Я не знаю, отлично вообще заряжает. Очень хорошая. И там написано даже было, что не оригинальная, но хорошего очень качества. Дальше, что у нас здесь? Какие-то бумажки, талмуты непонятные, скрепка. Вот такая наклеечка у нас была. Далее какая-то литература непонятная. Телефон лежал на таком поролончике. И, значит, была приклеена у нас как спереди пленка, так и сзади пленка. Так, все это никому не надо. Достаем сам телефончик. Вот он, красавец. Вот он, красавец. Кстати, вот здесь на пленочке была такая пломба, вот специально с задней крышки, и шла сюда вот на дисплей. Когда ее отрываешь, вот такие точки остаются, пупырка, то есть ее нельзя обратно приклеить. Это тоже защита. Телефон полностью новый. Стекло я уже, конечно же, наклеил. Стекло у меня пришло в подарок. Вот это защитное стекло. Единственный минус, что этот подарок получается, не на весь экран. Стекло получается, да, на весь светящийся получается экран, само стекло. Но сам телефон немножко толще, то есть здесь стекла не хватает его. Поэтому, когда будете заказывать телефон, сразу закажите себе защитные стекла, именно которые покрывают полностью весь телефон. Я уже себе заказал и скину вам ссылочку в описании. Так, далее. Пришел в комплекте еще вот такой чехол силикон. В принципе, неплохой для начала, но рекомендую вам сразу заказать чехол получше. Заказал себе вот такой чехольчик. Тут открывается камера, вот так вот закрывается, все хорошо, как бы он толстый. Есть поп-сокет, телефон можно ставить вот так, например. Так, что по телефону хотел сказать. Вот задняя крышечка. У нас очень она отражает классно. Это просто бомба вообще, но минус залапывается. В любом случае вы будете его использовать с чехлом, поэтому
либо с прозрачным, либо с таким, как я купил, поэтому не обращайте на это внимания. Само красиво, хорошо, посмотрели, положили в чехол, как говорится. Так, минус этого телефона сразу вам скажу. Первое, это то, что даже не то, что первое, это единственное. Это то, что камеры, получается, они вот выступают. Вот выступают камеры. И, как видите, стекло. Вот здесь стекло камеры. Если вы будете ложить на стол вот так телефон, например, будете его там шевелить, там брать, ложить, ну, у вас поцарапаются эти стекла, линза, и тогда, что тогда? Тогда придется менять вот эти вот стеклышки. Не знаю, где меняют, но знаю, что точно их меняют. Так, дальше. Я поэтому заказал себе вот такой чехольчик. В него полностью погружаешь и закрывается камера. Все. Я, честно говоря, чехол мне пришел немножко позже. Как бы, поэтому я телефон даже несколько дней вообще не брал с собой, потому что я боялся его поцарапать, вот честно. Я его брал с собой, вот в этой тряпочке носил в барсетке. Потому что в барсетке то деньги, то еще что-то, тут замок, например, чтобы не поцарапать. В общем, вот такие дела. Так, продавец, когда отправляет телефон, он полностью его блокирует, то есть ставит под пароль его. Когда вы получаете телефон, вы пишете продавцу: так и так, получил телефон, скиньте нам мне, пожалуйста, пароль. Он вам отвечает: пожалуйста, сбросьте мне фотографию устройства, например, вот включенного вот такого, и тогда он сбрасывает пароль. Буквально в течение часа мне продавец ответил, и поэтому лучше сразу, когда вы ему пишете, сразу прилагайте ему фотографию экрана, так будет быстрее намного. Я так понимаю, что продавец, скорее всего, хочет удостовериться, что телефон реально все рабочий, все пришел, классно, не разбитый, для того, чтобы впредь никто не написал, допустим, ему о том, что извините, телефон пришел разбитый, верните деньги, то есть разбитый телефон, окей, хорошо, возвращай нам его обратно, зачем тебе пароль, правильно? А ты без пароля ничего с ним сделать не сможешь, вот так вот. Короче так, даже хорошо, что я им пользуюсь уже где-то примерно 2 недели, потому что за 2 недели я вам сейчас скажу немножко свой уже отзыв. Насчет моей шестерки S, которая была прошлая, дошло до того, что я телефон начал заряжать уже 2 раза за сутки. Значит, в этом телефоне, получается, я зарядил батарею до конца. Ну, она почти была заряжена, когда телефон пришел, там где-то было 80 с чем-то процентов, по-моему. Но я все равно дозарядил до конца, его посадил до конца. В ютубом там всем, чем можно, чтобы по-быстрому. В общем, опять же, зарядил как положено, погонял батарею от упора до упора, как говорится. Вот. В данный момент батарея держит у меня 2 суток. Можете себе представить, iPhone 2 суток работает. То есть телефон заряжается, взял его, допустим, утром, зарядки снял, 1 день проходит, 2-й день проходит, и на 2-й день аж вечером я ставлю его на зарядку. То есть, блин, молодцы, вот этого не хватало, вообще, в принципе, вообще не хватало, молодцы, что сделали именно хорошую уже батарею. Ну, 2 суток это очень классно. Это, причем, не просто телефон лежит, то есть это подключен по Bluetooth, допустим, вот, к моим часам, например. Все время в нем интернет, выхожу на улицу, у меня мобильный интернет работает, то есть, как бы, это очень хорошо, круто, батарейка класс. Если, допустим, брать камеры очень хорошие, снимает ночью. Если есть небольшое количество освещения, фотографируют так, как будто вы стоите днем. Это еще покажу, это будет в следующем видео, тест будет камеры. В этом видео теста камер не будет небольшой обзор. Так, друзья, оказалось, только что определил, ввел пароль. Оказалось, что данный телефон, данный экран распознает руки в перчатках. То есть перчаткой снимать не обязательно, вот даже посмотрите. Включил камеру, вот, включаю ее, могу включить запись. Вот пошла запись, останавливаю. Так, друзья, снял перчатку, все-таки без нее получше будет. Здесь, в общем, как работает теперь этот iPhone без кнопки, которая была внизу на 6s, 7 и всех остальных телефонах. Получается, ведем снизу пальцем вот сюда, у нас задачи. Если нам нужно что-то включить, допустим, выйти обратно, берем из-за вот этой полосочки, ведем вверх, у нас все сворачивается. Так же самое, допустим, можем открыть все что угодно, например, VPN открываем. И теперь, если мы хотим, допустим, вернуться к нашим задачам просмотреть, мы берем раз и останавливаем палец вот здесь. Сразу можем их сбросить. Все, вот эти простые движения, это очень классно, блин, и привык я буквально за, ну не знаю, несколько часов, наверное, скорее всего. Вот. Сама шторка с настройками, получается, выходит у нас вот отсюда, вот отсюда.
А центр уведомлений у нас находится вот здесь. В принципе все. Остальные функции как и есть. Ну, iOS 15, там уже модификации и все остальное. Еще появилась еще такая функция. Можно поставить на любую команду на прикосновение, например, по задней крышке. Я поставил, допустим, запуск камеры. Вот смотрите, сейчас, допустим, я 3 раза вот так вот щелкну, у меня запустится камера. Видите, все, запустилась камера. Интересный датчик стоит, очень хорошо, ну, прикольно в принципе. Что сказать, пользуюсь уже 2 недели. В принципе, все классно, все устраивает, все работает, нет никаких косяков. Единственное, что когда я получил его, получается, при первичной настройке был такой прикол, почему-то не работало Face ID. Я, продавцу написал, открыл спор, сразу начал писать. А потом получилось так, что телефон обновился до последней версии iOS, и все заработало. Я спор убрал, все отлично. Поэтому вы должны знать, если, допустим, у вас Face ID не работает в начале, при старте телефона, то оно заработает тогда, когда вы его обновите. Тут ничего страшного нет, все работает, все отлично. Вот сейчас даже посмотрите, что Face ID все работает. Вот, разблокировался. Он заблокировал его, смотрите. Вот, замочки. Вот я сейчас смотрю. Разблокировался. Самое интересное, что на камере видно, как мигает, будет какой-то датчик. Вот на телефоне я вижу, снимаю, на камере видно, как мигает. Я глазом его не вижу абсолютно, когда разблокируется. Это работает Face ID. Без Face ID не вздумайте брать, потому что без Face ID не работает портретный режим и все остальное. И постоянно вводить какой-то пароль, ну, это не вариант вообще. Не вздумайте брать без Face ID. Данная моделька получается iPhone 11, просто 11 iPhone, 128 гигабайт. Цвет черный. Вот так, друзья. Подписывайтесь на канал. В следующем видео я сделаю видеообзор по поводу съемки камеры, фотоаппарата в разных условиях. Пробежимся, там посмотрим. В общем, подпишитесь. Следующее видео будет примерно через недельку. Подождите, потерпите, конечно же, его нужно отснять. У нас сейчас на улице идут дожди, хочется хорошей погодки, чтобы красиво все получилось. Но и дождь, конечно, я тоже засниму, замедленно посмотрим, как это все будет выглядеть. В общем, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ссылочку на продавца, у которого я заказывал, я оставлю в описании. Ссылочку на так же самое, на вот этот чехол. И ссылочку на стекла защитные, на весь экран, тоже, которые я заказал, я вам скину. Поэтому, если будете покупать, пожалуйста, берите сразу и чехол, и стекла. В общем, как-то так. Все, друзья, всем пока. Подпишитесь, чтобы не пропустить... Все, друзья, всем пока. Подпишитесь, чтобы не пропустить следующее видео. Дорогие друзья, спонсор показа данного видео — сайт ключевой.рф. На этом сайте вы можете купить лицензионные ключи Microsoft Office и Microsoft Windows, всего по 395 рублей, а также ключи к антивирусу Касперскому от 50 рублей и ключи к антивирусу Norton. Вы должны знать, что безопасность вашего компьютера начинается с лицензионной версии Windows и хорошего антивируса.